Салон на Перекрестке был знаком Борису давно. Он привозил сюда сына еще тогда, когда Миша сидел в маленьком кресле, болтал ногами и просил прическу, как у супергероя. Теперь Миша, высокий подросток с замкнутым взглядом, сутулится и прячет руки в рукавах. В машине он молча смотрел на дождь, стекающий по стеклу. «Миша, это займет всего 15 минут. Потом можем зайти в кафе за пиццей», — сказал Борис. «Ладно», — кивнул сын, не поднимая глаз. Салон встретил их теплым светом и запахом кофе. Парикмахер Анна, женщина средних лет с мягкими глазами, сразу узнала Мишу. «Ох, как ты вырос, мужчина! Проходи, садись». Классическая стрижка? «Да», — хрипло ответил Миша, опуская взгляд. Борис присел на диван, пролистывая новости, слушая, как Анна расспрашивает сына о школе. Миша отвечал односложно, глаза бегали, плечи были напряжены. Борис чувствовал тревогу, но еще не знал, насколько все серьезно. Вдруг Анна отшатнулась. «Борис, подойдите». Он встал. Миша сидел, глядя в пол. На затылке под снятым слоем волос проступала свежая красная татуировка. Круг с перечеркнутым зигзагом и цифры 11488. Борис замер. Символ был известен ему из новостей. Знаки радикальных группировок. «Кто это сделал? Кто приказал?» — почти закричал он. Через игру начал Миша. Сначала просто общались в чате, потом сказали встретиться. Я пошел один раз, потом уже нельзя было отказаться. Борис вызвал полицию. В салон прибыли следователи. Миша рассказал, что 3 месяца назад в онлайн-игре его вовлекли в закрытую группу. Сначала задания были простые, потом их заставили прийти в подвал, где и сделали татуировку насильно. Час спустя отец и сын сидели в комнате ожидания. Психолог принесла Мише чай. Борис положил руку ему на плечо. «Я твой отец. Я могу ошибаться, быть строгим, но никогда не перестану быть рядом». Сын впервые позволил себе слезы, просто быть мальчиком, которому страшно. Следователь тихо сказал: «Благодаря показаниям мы уже нашли 3 участников. Остальные — вопрос времени. Но есть риск для вашего сына. Мы можем предложить новую школу, новую жизнь под защитой». Борис кивнул. Он понимал, что прошлое останется позади, но теперь они могут идти вперед вместе. Миша сжал руку отца впервые по собственной воле. Они знали, самое трудное впереди, но теперь вместе.